Здравствуйте, друзья! С вами Ольга. Сегодня видео выходит в рамках совместного проекта Jeans Plus. Вместе со мной в проекте принимает участие канал Дневник самоучки. Ссылку на этот канал вы найдете в описании к этому видео. В первой части этого проекта мы сочетали джинсовую ткань с кожей. Ссылку на это видео вы найдете в описании. Сегодня это вторая часть. В ней джинсовую ткань я буду сочетать с шелковистыми тканями. И вот вы видите, какую сумочку я пошила из заявленных тканей. В качестве шелковистых тканей я использовала атлас кирпичного цвета и стрейч атлас зеленого цвета. Сумочка получилась небольшая, но вполне вместительная. Ее размеры в готовом виде. Длина 28 сантиметров, высота 13 сантиметров и ширина 4 сантиметра. Предлагаю посмотреть на процесс пошива этой сумочки. Из джинсов я вырезала две заготовки размером 17 на 30 сантиметров. Лицевая сторона сумочки, передняя, будет состоять из нескольких слоев разных тканей. Для основы можно взять абсолютно любую ткань. У меня это плотный ситец того же размера. Вторым слоем у меня идет стрейч атлас. И так как он тянется и очень тонкий, я его стабилизировала, проклеив дублерином. Третьим слоем идет плотный атлас. И сверху джинсовая заготовка. Нижнюю деталь и заднюю складываем лицом к лицу. И я их проклеила серпянкой. И поверх серпянки проклеила дублерин. В качестве уплотнения серпянку я использую впервые. Но забегая вперед, хочу сказать, что результатом я довольна. Поэтому смело могу ее рекомендовать вам. Заднюю джинсовую деталь отложим в сторону, займемся декором на передних деталях. У шелковистых тканей я края не подравнивала, сделаю это потом. Джинсовую деталь я расчертила под углом 60 градусов. Расстояние между линиями по 5 сантиметров. Затем расчертила в другом направлении, получились ромбы. В верхнем углу до середины я начертила вот такой угол, отступая вовнутрь по 1 сантиметру от начерченных линий. Затем этой заготовкой накрываю основу и атласные ткани и иду за машинку. Ширина стежка при шитье у меня 2,5 мм. И вот видите, я проложила строчки по нарисованным линиям. Затем я начертила маленькие ромбики в центре. Чтобы немного упростить себе работу, сделала из бумаги шаблон этого ромбика. Расположив его посередине, обвожу.
Затем иду за машинку и прокладываю строчку по нарисованным линиям. Половинки ромбов по верхнему срезу и по нижнему я не буду ничего застрачивать, ничего не буду там обрезать, оставлю их так, как они есть. И вот, когда мы уже все прострочили, теперь мы можем разрезать. Вначале я помогаю себе распаривателем, надсекаю и дальше разрезаю ножницами. Вначале я работаю с верхним слоем, с джинсовым. Срезаю, отступая от строчки примерно по 3 миллиметра. Затем обрезаю лишнее на атласной ткани. Формируя задуманный мною узор. В итоге получилась замечательная заготовка. Теперь края я немножко без усилия размахрю, используя щетку. Размахренные края у атласной ткани немножечко подрежу, подровняю, там, где это необходимо. Вот видите, вот эти рыжие ниточки, они немножко длинноваты. Я их подровняю под основную длину. Шила я вот такими нитками. Игла на машинке использовалась номер 90. После того, как я сноровила детали, они стали 16 на 30. Также подготовила две детали подклада размером 30 на 14. Две джинсовые обтачки 3,5 на 30 сантиметров, проклеенные дублерином. Для кармана две детали 25 на 11 сантиметров. Резинка длиной 20 сантиметров, ширина 0,5. Две кожаные полоски шириной по 1,5 сантиметра, два колечка и молния. Теперь займемся пошивом подклада. У меня здесь будет внутренний кармашек, который будет пристрачиваться к подкладу. Поэтому сейчас займемся заготовкой его. Для этого две детали кармана стачаем по верхнему и нижнему срезам. Боковые срезы не зашиваем. После того, как прострочили, выворачиваем нашу заготовку.
Затем расправим швы и приутюжим. Вот, приутюжила. Боковые срезы заутюжила по 1,5 сантиметра вовнутрь. Примеряю резиночку, и на мой взгляд она немножечко большевата. Решаю ее укоротить на 1,5 сантиметра. Затем резиночку нам надо вложить вовнутрь, поближе к строчке. Нам нужно будет закрепить края резинки по бокам и проложить строчку, не захватывая резинку. Вот. С одной стороны я сделала закрепку, проложила строчку на 1,5 сантиметра и сделала с другой стороны тоже закрепку, и опять захотелось мне укоротить немножечко резинку. Вот два кусочка, которых я отрезала от резинки. Это получилось 4 сантиметра. Поэтому из заготовленных 20 у нас использовалось только 16. Теперь этот кармашек буду настрачивать на подклад. Расположу его по центру и настрочу по бокам и низу. Теперь между подкладом и обтачками буду вшивать молнию. От края буду отступать примерно 2,5 сантиметра, можно 3. И с другого края не буду доходить, также 2,5-3 сантиметра. Когда пристрочу молнию, сверху положу подклад и настрочу. Вот. Теперь со стороны подклада, по подкладу, вот тут я буду прострачивать отделочную строчку на 0,1-0,2. Обязательно застегните молнию, проверьте правильность пришивания молнии, и чтобы с двух сторон было расстояние одинаковым, чтобы обтачки заканчивались и начинались на одном расстоянии. Вот, проложила я отделочную строчку, укоротила молнию и обработаю ее край, завернув вот таким образом. Возьму кусочек кожи, обогну ею край молнии и проложу строчку, а лишнее срежу. Вот, прострочила, видите, таким квадратиком и срезаю лишнее. Вот так аккуратненько получилось.
Теперь мы можем сострочить боковые и нижние срезы, оставляя внизу незастроченным отверстие для выворачивания. Основные детали сострачиваем по боковым срезам и внизу. После того, как все прострочили, складываем вот таким образом, совмещая шов со швом. Будем застрачивать углы. Я отмеряю от сгиба до другого сгиба 4 сантиметра. И то же самое проделываю с оставшимися углами. Когда прострочили углы, лишнее все срезали. На этом этапе я всегда выворачиваю и проверяю все швы. Что я могу сказать про серпянку, которую я использовала впервые? Она придала хорошую форму, так скажем, каркас сумочки. В то же время она не дает лишней толщины. В общем, мне очень понравилось. Проверяем, все хорошо. Здесь уголки тоже проверим. Теперь мы можем сострочить 2 заготовки. Для этого вкладываем подклад в сумочку, лицо к лицу. Совмещаем боковые швы и сострачиваем по верхнему срезу по кругу. Теперь мы можем вывернуть сумочку через отверстие, которое мы оставили в подкладе. Теперь это отверстие нам нужно зашить. Можно на машинке, но я зашивала вручную. Все, вкладываем подклад, выравниваем верхний срез, но уже не срез, верхний край сумочки, хорошенечко все выравниваем и прокладываем по кругу отделочную строчку. Все прошила, сумочка практически готова. Кармашек получился очень удобный и красивый. Теперь нам нужно закрепить колечки. Ну тут все просто. Кожаную полосочку мы будем продевать в колечко. Вот проложили полоску, сложили пополам, прикладываем к боковому шву и закрепляем строчкой. После того, как я все настрочила, срезаю лишнее. Все, сумочка моя готова. Осталось прицепить ремешок. Буду очень рада, если вы напишите отзыв по данной работе. Хочу напомнить, что проект Jeans Plus продолжается, и вас ждет третья, заключительная часть, в которой мы будем сочетать джинсовую ткань с трикотажем. Ну вот, замечательная сумка получилась, мне очень понравилась. И знаете, без лишнего уплотнения, за счет использования серпянки, она получилась устойчивая, но в то же время очень легкая. Ну а я буду с вами прощаться.
Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Заглядывайте на канал, подписывайтесь, если хотите. Ну все, до скорых встреч. Пока-пока.